Привет, Арми. Если вы помните фотографию, которую Ким Тэ-хён опубликовал в Инстаграм, где он запечатлен с Чон Чингуком, оба выглядят счастливыми и шутят с другими участниками группы, то Чингук недавно перепостил ту же фотографию на своей странице, но с аккаунта, где они представлены в миниатюрном виде. В посте также была отдельная фотография Тэ-хёна с тем же эффектом, что сделало все еще интереснее. Похоже, Чингуку показалось забавным увидеть их в таком миниатюрном виде, как будто они оба миниатюры, и поэтому он решил перепостить ее. В интервью GQ Корея он упомянул, что уже видел подобный пост раньше, поэтому, скорее всего, он увидел его снова, на этот раз с миниатюрными версиями Тэ-хёна и себя в одном посте. В конечном итоге, этот жест говорит о том, что он не только посчитал обработку забавной, но и вспомнил момент, который они провели вместе, что и заставило его снова поделиться этим на своей странице, как и другими подозрительными вещами, которые он в последнее время публикует о них. В любом случае, благодаря всему тому, что Тэ-хён и Чингук показали в последнее время, я с нетерпением жду возвращения Run BTS 2.0. И то, что они сделали в этом новом эпизоде, заставляет меня задуматься об этом, потому что я так скучала по таким моментам. С самого начала, когда другие участники собираются парами или небольшими группами, соблюдая разумную дистанцию, кажется, что Тэ-хён даже не понимает этой концепции, судя по тому, как он постоянно приближается к Чингуку, как будто небольшую дистанцию между ними можно еще сократить. Ясно, что ни один из них не возражает против близости. Если мы посмотрим на то, что произошло в эпизоде, с того момента, как Ким Намджун заговорил о Run BTS и новостях шоу, когда Чон Хасок спросил о последнем эпизоде, который они снимали, Тэ-кук оставался на той же дистанции, слушая разговоры других участников, но при этом они оставались близко друг к другу, когда Намджун сказал, что последний эпизод был Run 155. Тэ-хён согласился, сказав, что, возможно, именно об этом и идет речь. Чингук тут же посмотрел на него с широкой улыбкой, не отрывая глаз от небольшого, но значимого вклада Тэ-хёна. Он даже двигался в унисон с ним, когда Тэ-хён отводил взгляд, словно ему было трудно перестать так смотреть. Привычка Чингука очень экспрессивно выражать свои чувства действительно очевидна, без необходимости говорить хоть слово, или, возможно, простая манера говорить Тэ-хёна может раскрыть нежность в ком-то особенном, в ком-то, кто стремится продолжать обращать на него внимание до самого конца, даже несмотря на то, что выражение его лица меняется, то, как Чингук смачивает губы и сжимает их, все еще глядя на Тэ-хёна, дает представление о глубине его чувств к Тэ-хёну, словно он может выразить так много одним лишь взглядом. Когда Чингук говорит, что помнит еще один эпизод как последний, он тут же поворачивается к Тэ-хёну и упоминает эпизод, когда они играли в фехтование. Тэ-хён повторяет слово «фехтование», и кажется, что только они двое помнят это. Остальные недоумевают, когда это произошло, вспоминая тот случай, когда Тэ-хён случайно попал краской в глаз Чингуку. Чингук может лишь стереть краску с недоверчивым выражением лица, но вместо того, чтобы рассердиться, он ласково смеется, потому что это же Тэ-хён. И если бы Тэ-хён стал причиной чего-то подобного, Чингук не возражал бы, потому что это был момент, который они оба помнят. Было мило, как они смотрели друг на друга, объясняя это. Они продолжали в том же духе, имитируя движения друг друга и оставаясь рядом, когда Пак Чимин предложил изменить вступительный слоган, а Тэ-хён подхватил идею о смене названия шоу. Чингук пристально смотрел на него, полностью сосредоточившись на том, что он говорил. Когда Тэ-хён упомянул название Run BTS, и Намджун спросил, на что он хочет его изменить, Ким Сак-джин тоже внес предложение, и они оставались рядом, слушая друг друга, наблюдая, как их тела неосознанно сближаются, даже когда места было мало. Тэ-хён еще больше сократил расстояние, это было очень мило, они сохраняли эту близость на протяжении всего эпизода. Мне очень понравилось наблюдать за ними в таком состоянии, даже несмотря на возможные монтажные склейки. То, как они слушали друг друга и были так восприимчивы друг к другу, было так приятно, когда они обсуждали идеи, когда Чингук упомянул вирусный челлендж, и Хасок рассмешил всех танцем «Шанель», Тэ-хён и Чингук смеялись вместе, когда камера показывала их. Когда Тэ-хён предложил другую идею, а Джин упомянул короткий формат, Чингук в шутку усомнился в их актерских способностях. Но когда Тэ-хён коснулся плеча Чингука и предложил мюзикл, Чингук тут же присоединился. И они пели, повернувшись друг к другу лицом, как обычно. Чингук, который казался сложным, всегда соглашался с тем, чего хотел Тэ-хён, особенно в милой, слегка поддразнивающей манере Тэ-хёна. Этот момент действительно заставил меня улыбнуться.
Когда они обсуждали другую идею и не смогли прийти к согласию, Намджун предложил контент на английском языке. В этот момент Тэхён предложил Чингуку воду на английском, как бы демонстрируя свои навыки. Чингук просто улыбнулся, хотя знал, что Тэхён не совсем серьезен. Затем он немного пошевелился, сказав, что ему нужно подумать, и, наконец, выпил свою воду. Его застенчивая улыбка была поистине очаровательной, показывая, как он заботится о чувствах Тэхёна. Когда Чингук предложил идею готовить и даже открыть ресторан, Намджун тут же напомнил ему, что Тэхён уже делал это раньше, и пошутил о том, насколько сложными будут приготовления. Их реакции показали, что они оба этого не ожидали. Когда Тэхён сказал, что они хотят учиться вместе, Чингук тут же улыбнулся и сказал, что знал, что Тэхён так скажет. Как будто он понимал его лучше всех. Его улыбка показала, как он был рад, что угадал это заранее. Когда они заговорили о времени отдыха, Тэхён сказал, что мог бы пролежать в постели весь день, и Чингук признался, что делал то же самое. Их истории казались взаимосвязанными и вызывали множество вопросов. Когда Джин рассказал о старом опыте, а Тэхён спросил об игре в Чиггу в армии, Чингук продолжал внимательно наблюдать за ним. Когда Тэхён упомянул свое прозвище Чиггу Хара, все рассмеялись, и Чингук даже прямо спросил, почему. Несмотря на сокращение в трансляции, их взаимодействие все равно было очень интенсивным. Когда обсуждались разногласия между командами, Тэхён прикоснулся к Чингуку, хотя это и не было необходимо. Это выглядело как естественный рефлекс, который трудно было скрыть. А когда Тэхёна попросили придумать новый слоган для Run BTS, первым делом он потянул Чингука за руку, чтобы тот встал рядом с ним. Чингук, как обычно, тут же подчинился без вопросов. Тэхён продолжал стремиться к близости с ним, а Чингук всегда демонстрировал готовность быть рядом, вот почему. Внимание и отношение Чингука к Тэхёну всегда кажутся особенными, чем-то, что трудно сравнить с чем-либо еще, динамика, которая не нуждается в словах, потому что она просто ощущается, и, возможно, именно в этом и заключается красота, в мелочах, в долгих взглядах и в той близости, которую они выбирают снова и снова. И, возможно, именно из всех этих мелочей мы начинаем понимать, что то, что объединяет Ким Тэхёна и Чон Чингука, это не что-то искусственное, не просто милый момент на экране, а скорее проблеск искренности, случайно запечатленный. Нечто, что остается неизменным, даже когда камера не является их основным объектом внимания. Потому что, если присмотреться, их близость – это не просто прикосновение или физическая дистанция. Это то, как они всегда возвращаются друг к другу в разговоре, во внимании, в небольших реакциях, которые многие могут пропустить, но которые так очевидны для тех, кто обращает внимание. Как будто среди всего этого шума они все же предпочитают сначала услышать друг друга. В том, как Чингук смотрит на Тэхёна, есть что-то спокойное, но сильное, что-то неторопливое, но значимое. А с другой стороны, Тэхён, по-своему, всегда находит путь обратно к Чингуку, как будто это самое комфортное для него место, без необходимости в причине, без необходимости в объяснении. И среди всего смеха, шуток и спонтанных идей, которыми они делятся, их отношения остаются стабильными, непоколебимыми, неизменными. На самом деле, становится все яснее, что то, что их связывает, это не просто привычка, а нечто, что росло со временем, формировалось с течением времени, опытом и долгими годами совместной жизни. Возможно, именно поэтому каждое их небольшое взаимодействие всегда кажется чем-то большим, чем есть на самом деле, потому что за ним стоит длинная история, о которой не всегда говорят, но которую можно почувствовать, и каждый раз, когда они смотрят друг на друга, улыбаются друг другу или даже просто стоят рядом, все это ощущается как часть чего-то гораздо более глубокого. И когда эпизод заканчивается, остается не просто смех или забавный момент. Это теплое чувство, которое трудно описать. Чувство, что мы только что стали свидетелями чего-то подлинного, чего-то, что нельзя подделать. Возможно, именно поэтому многие из нас возвращаются, ждут и жаждут таких моментов. Не только потому, что они развлекают, но и потому, что они кажутся настоящими. Потому что за всем этим вниманием публики, напряженным графиком и давлением, связанным с участием в BTS, скрываются два человека, которые остаются верны себе, когда они вместе, которые находят утешение в простых вещах, и которые, сами того не осознавая, демонстрируют, что истинную близость не нужно объяснять сложными словами.